Если допустить, что древние артефакты из сокровищниц правителей и тайников магов постепенно попали в запасники музеев, сложно представить, что современные правители были полностью не в курсе существования древних цивилизаций Земли. Поэтому естественно предположить, что существуют и на государственном уровне какие-то хранилища наиболее мощных и опасных артефактов. Вероятно, что самая большая коллекция должна принадлежать Ватикану. Очевидно, что в период утверждения христианства в Европе и построения готических соборов часть древних артефактов была найдена и помещена в специальные хранилища. Возможно, сначала христианские епископы и пытались уничтожать наследие языческих времен, но впоследствии, в период раннего Средневековья, координаторы уже явно разобрались в данном вопросе и стали коллекционировать все, что уцелело. К моменту колонизации Нового Света папской курии, штаб католицизма, уже было понятно, где и что следует искать. Можно предположить, что именно Ватикан обладает самой полной и большой коллекцией древних артефактов. В запасниках музеев можно обнаружить весьма странные вещи, которые никогда не попадают в экспозицию. Например, найденные на Мальте в Гипогее останки более 3000 карликов, строителей мегалитов, а также найденные по всему миру останки великанов. В наше время получила некоторую огласку странная история портрета, написанного неизвестным художником в XVI веке. Портрет рыцаря в черном доспехе лежал в запасниках музеев и был переснят для каталогов, в которых числился под каким-то там порядковым номером. В наше время некий специалист, просматривая каталог, увидел этот портрет и опознал в нем Дарта Вейдера, персонажа «Звездных войн». Это могло означать только одно: в прошлое попал каким-то образом человек из нашего времени, и он послал в будущее свое сообщение. И тогда ученые задумались о возможности попадания людей из нашего или будущего времени в прошлое. Стали анализировать странные находки. Нашли швейцарские женские часы, произведенные в 30-е годы XX века, каким-то образом попавшие в древнее китайское захоронение, а также 2 велосипеда, обнаруженные в захоронении XII века на территории замка Ричарда Львиное Сердце. Сначала подумали, что это подделка и современная мистификация, но потом выяснили, что велосипеды были произведены в средние века из стали от доспехов. Еще более странная история произошла в США с одним актером, исчезнувшим прямо из театра во время представления. Его тело нашли и опознали в Помпеи среди жертв извержения вулкана Везувий, залитых лавой. Тело опознали по стальному солдатскому жетону, который актер носил на шее. То есть в запасниках музеев можно встретить очень странные вещи. Известно, что в Кунсткамере в Ленинграде существовала черная комната, в которой хранились странные и опасные артефакты. В конце 1930-х годов в комнате случился пожар, уничтоживший большую часть коллекции. Известно, что среди погибших артефактов были настольные французские часы работы XVIII века, обладавшие реверсным механизмом хода, движение стрелок в обратную сторону. Если в момент изменения направления движения стрелок кто-либо оказывался рядом с часами, он умирал от остановки сердца. Есть указание и на то, что в черной комнате был оловянный солдатик-трубач, который должен был протрубить в случае опасности. Подарок рыцарей Мальтийского ордена российскому императору Павлу I. Никто не знает точно, что еще было в коллекции, но известно, что русские цари получили от Византии в приданом царевны Софии Палеолог занятную механическую игрушку, одного из 2 каменных львов, стоящих у трона византийских императоров. Львы оживали в случае опасности, угрожавшей императору, и защищали его. Один из них был поврежден и сломался. Именно этот лев попал в сокровищницу Кунсткамеры. Возможно, в настоящее время этот древний робот находится в запасниках кремлевских музеев Москвы. В 1930-е годы немецкий инженер посетил Каирский музей. Неожиданно для себя он увидел в витрине знакомый объект. Артефакт был обозначен как ритуальный предмет. Скопировав конструкцию, инженер создал работоспособный аккумулятор. Возможно, в запасниках современных музеев все еще находятся артефакты невыясненного назначения, приборы древних цивилизаций.
Существуют конспирологические теории, описывающие мировую политику с позиции охоты на артефакты. В рамках этих теорий вторжение в чужие страны – Индия, Афганистан, Ирак, Китай, Вьетнам, Панама – объясняются поисками древних артефактов, а революции в арабских странах – Египет – стремлением ограбить музеи. Древние артефакты, являющиеся серийными изделиями, так или иначе попадают на третий рынок артефактов. Однако есть некие великие эксклюзивные артефакты, которые хозяева держат в тайных хранилищах. Наличие таких артефактов и их изучение являются большей тайной, чем секреты ядерного оружия. Первый раз со времен магических империй попытались серьезно использовать древние артефакты в Третьем Рейхе. Там магию постарались возродить в индустриальных масштабах и поставить ее на службу государству. С этой целью нацисты СС создали Черный орден, в рамках которого был организован институт Анненербе, предназначенный для поиска и изучения древних технологий. Маги ордена СС проходили специальную подготовку, имели личные артефакты, такие как магический перстень и кинжал. Все члены ордена получали специальную татуировку. Был создан магический центр ордена, главная резиденция в замке Вевельсбург, в которой находилось хранилище артефактов, а также помещение капитула ордена, центр управления. Зал группенфюреров СС сохранился, и зал обергруппенфюреров СС был взорван при отступлении. Кроме того, на территории завоеванных стран Европы и самой Германии были созданы подземные бункеры с оборудованными хранилищами. Члены ордена проходили специальную тренировку и исследовали свойства некоторых артефактов. В противостоящем Германии и Советском Союзе также проводились исследования оккультных феноменов. В рамках Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем ВЧК существовал технический отдел, возглавляемый Глебом Ивановичем Бокием, изучавший паранормальные явления и проводивший исследования в паранормальных зонах. Основным местом исследования были лагеря на Соловецких островах, где находилось достаточно много аномальных зон и артефактов. Однако такого размаха исследований, как в Германии, в Советском Союзе не было. Здесь можно упомянуть несколько моментов. Советскими археологами 22 июня 1941 года была вскрыта могила Тамерлана, одно из нескольких проклятых захоронений великих завоевателей, посвященных в культ бога войны. В результате проклятие бога войны упало на Советский Союз. Это сразу отразилось на ходе войны, начавшейся внезапно и так неудачно для Советского Союза. В канун битвы под Сталинградом захоронение Тамерлана было восстановлено, все предметы и кости были возвращены на место. С этого момента в войне произошел перелом. То есть руководитель СССР Иосиф Сталин поверил в миф о могилах завоевателей, на которые было наложено заклятие, и постарался вернуть себе расположение прогневанного божества. Во время битвы под Москвой икону Казанской Божьей Матери погрузили на самолет и трижды провезли вокруг города. Руководитель СССР использовал эту намоленную икону для создания мистической защиты Москвы. Немцы не смогли взять ее штурмом. Со времен Петра I существовала легенда о неприступности Санкт-Петербурга. Согласно этой легенде, ни один вражеский солдат не сможет ступить на землю этого города. Неизвестно, знал ли эту легенду Гитлер, но он остановил войска, так и не захватив город, имевший стратегическое значение, как база флота. О мистических предпосылках военных успехов Гитлера существует несколько предположений. Использование силы копья судьбы и договора с дьяволом. Гитлер имел реальные связи с магами и медиумами. Очевидно, что он учился и тренировался, развивая свой магический дар. Возможно, он реально использовал некий катализатор. Артефакт «Копье судьбы» существует в нескольких экземплярах, что делает истинность каждого экземпляра сомнительной. Согласно общей версии, это копье принадлежало некогда центуриону Лангину и послужило орудием, оборвавшим жизнь Иисуса Христа. Исходя из христианской версии божественного происхождения Иисуса, жизнь Сына Бога нельзя было оборвать обычным оружием, поэтому копью приписывают некое особое происхождение. Согласно легенде, до того, как копье попало к центуриону Лангину, оно принадлежало иудеям,
а до этого принадлежала Финеасу, внуку Аарона, и третьему по счету первосвященнику Иудеи, который пронзил этим копьем Хазву, мадианитянку. Он приказал выковать копье в качестве символа магических сил крови израильтян как избранного народа. Затем Иисус Навин с этим копьем бросился в атаку на укрепленный город Иерихон. Упоминается, что именно это копье бросил Саул в юного Давида в бессилии из ревности к его будущей славе. Другим владельцем копья был Ирод Великий. Считается, что после распятия и убийства Иисуса копье меняло хозяев, пока не попало в руки императоров Священной Римской империи, от которых перешло в сокровищницу Габсбургов. Там его и нашел Адольф Гитлер. После присоединения Австрии к Германии он забрал копье из музея. Впоследствии оно хранилось в Вевельсбургском замке, откуда его выкрал, по слухам, британский спецназ. Конспирологи считают, что именно с этого момента военная удача покинула Гитлера. Существует упоминание еще одного артефакта, связанного с регионом Иудеи. Это так называемый Ковчег Завета. Артефакт был создан или обретен во время исхода евреев из Египта. По одной версии, Моисей создал его для хранения разбитых каменных скрижалей, по другой ковчег мог быть похищен из сокровищницы фараона. Тем не менее, ковчег описан как мощный источник энергии. Кроме того, его энергетика была подвержена циклам активности. Основной функцией Ковчега Завета, видимо, была связь с единым Богом. Впоследствии артефакт был помещен в храм, построенный для него царем Соломоном. Во время вторжения вавилонян Иерусалим был захвачен, а храм ограблен и разрушен. Есть несколько версий дальнейшей судьбы ковчега. По одной он был спрятан в подземелье Иерусалима, по другой вывезен в Эфиопию и спрятан в храме в Аксуме. Считается, что это один из самых сильных артефактов, известных человечеству в настоящее время. Среди древних артефактов описан так называемый шлем Ра, известный как читающая машина атлантов. После гибели Атлантиды не осталось ни одной книжки, ни одной строчки текста. Дело в том, что высокотехнологическая цивилизация атлантов использовала для хранения информации техногенные носители. Они выглядели как металлические пластины серого цвета размером 70 на 50 на 25 мм. Эти пластины вставлялись в специальную читающую машину, которая получала информацию и устанавливала ее непосредственно в мозг, в сознание читателю. Как побочный эффект работы машины происходило усиление телепатических способностей читателя за счет уменьшения экранировки мозга. Для работы с аппаратом использовали специальные экранированные камеры. В более поздний период камеры обивали медными листами. Работа с читающей машиной включала в себя использование нескольких типов материалов: базы данных, учебники и справочники, гиды, программы-комментаторы, аналогичные лекторам, каталоги, аналоги фильмов, экспертные системы, аналоги личности специалистов. И учитывая возможность установки программ в сознании человека, любую личность можно было создать в кратчайший срок. Вместо воспитания и обучения специалиста его можно было сразу запрограммировать. Вместо заучивания учебников сразу установить те или иные знания в мозг, а пояснение учителя заменить посредством гида. Таким образом, опыт, накопленный специалистом, внедряла экспертная система. Она базировалась на применении программы каталога, создающей виртуальное пространство с заданными свойствами: тренажерный зал, медицинский кабинет, парк, бассейн и так далее. Описываемая методика позволила создать систему внутреннего сервиса. Эта система представляет собой иерархическую структуру программ, установленных в сознании человека. На верхнем уровне системы находится личность, внутреннее «я», левое полушарие. Ниже – системный гид, внутренний секретарь, программа, имеющая доступ к любой другой программе, способная оказывать влияние на личность. Личность напрямую имеет доступ только к системному гиду, установленному в левое полушарие. Ниже на 2 уровня находятся базы данных, как общие, так и специализированные, установленные в правое полушарие. В каждую базу данных на полууровня вверх устанавливается сервисный гид, имитация личности специалиста в данной области. Таким образом, системный гид может обратиться к базе данных только через сервисного гида,
который выдает комментарии по данной теме. На уровне выше сервисных гидов находятся экспертные системы, имитирующие личности специалистов, которые при необходимости активизируются системным гидом. Экспертные системы могут самостоятельно обращаться к сервисным гидам и через них к базам данных. Ниже баз данных находятся каталоги фильма, которые могут быть активированы сервисными гидами или напрямую системным гидом. Кроме перечисленных программ, в правом полушарии находятся риши. Это активизированные специальной программой союзники данного человека, имеющие статус советников и получающие доступ к личности через системного гида, внутреннего секретаря. В случае необходимости, например, в экстремальной ситуации, системный гид может передать риши управление телом. Сознание людей, принадлежавших к древнему технологическому социуму, имело специально выстроенную структуру, включающую в себя установленные шлемом Ра программы. Существовали и программы, виртуально имитирующие некоторые артефакты. Можно предположить, что читающая машина заменила собой не только книги, но и систему образования и частично систему здравоохранения, так как система внутреннего сервиса включала в себя большое количество терапевтических программ, подчиненных непосредственно системному гиду. Эти программы использовали области сознания, предназначенные для управления телом и работы внутренних органов. Такие лечебные программы были построены на использовании следующих режимов. Первое. Нормализация. Выставление средней скорости работы определенной системы органов. Второе. Лечение. Подавление активности болезнетворных микроорганизмов в локальной области организма. Третье. Восстановление. Активизация системы регенерации в поврежденной области организма. Четвертое. Диагностика. Определение реакции органов и систем органов на тестовый сигнал. Выявление устойчивости организма в точке или локальной области. Пятое. Глубокий искусственный сон. Включение общего защитного режима для восстановления нормальных параметров работы тела.